Добрый день, друзья! Приветствую вас на нашем канале Pro et Contra «За и против». Меня зовут Геннадий. Однажды в ноябре 2020 года, когда в мире буйствовал ковид, мы гуляли по центру города. Проходя мимо центральных лазней, увидели необычайное для того времени оживление. Снимался фильм. Как потом мы выяснили, это был триллер «Армия воров». Недавно я его посмотрел. Занимательный фильм, особенно в части тех эпизодов, которые сняты в Марианских лазнях. Всего мне удалось обнаружить 16 фильмов, снятых в Марианских лазнях. Все они по-своему интересны. Я их с удовольствием посмотрел. Нашел эпизоды, связанные с Марианскими лазнями. Разобрался, где это было все снято. И мое видео готово. Предлагаю вам его посмотреть. Do Mariánskych lázní, báječný nápad. Taky se letos chystáme do lázní, ale až budou soudní prázdniny. Taky do Mariánek. Máme je nejraději. Jedem do Mariánek! По понятным причинам создатели всех этих фильмов старались показать наиболее эффектные, красивые и известные места Марианских лазней. Это главная колоннада, павильон Крестового источника, колоннады Рудольфа и Фердинанда. Такие очевидные эпизоды я комментировать не буду. Эти места вы прекрасно знаете без меня. А мой разбор будет касаться тех эпизодов, места съемки которых определить сложней. Дебют Марианских лазней в кинематографе. Чехословацкая комедия «Тысяча за одну ночь». Премьера 1933 года. Энергичная жена отправляет забитого мужа на бальнеологический курорт присматривать за развратным племянником. Но в итоге все выходит иначе. Эпизоды фильма сняты в Марианских лазнях. Отель «Палас» с рестораном. Вид с колоннады Рудольфа на центральной лазне. Чехословацкая музыкальная комедия. «Музыка с Марса». Премьера 1955 года. Недавно созданный оркестр мебельной фабрики «Марс» приезжает на свои первые гастроли на курорт «Холодное тепло» Марианские лазни. Их первое выступление, в котором они играли в основном только музыкальные гаммы, записывается на радио, и они становятся знаменитыми и востребованными по всей стране. Эпизоды фильма сняты в Марианских лазнях. Этот эпизод был снят у, пожалуй, самого знаменитого отеля в Марианских лазнях – отеля «Веймар». В нем жили Гёте и Александр I, король сербов, хорватов и словенцев. Много раз останавливался король Англии Эдуард VII и не раз встречался здесь с императором Францем Иосифом I. В 1950 году он перешел в собственность местной организации «Чехословацкие государственные курорты» и переименован в «Кавказ». В фильме на нем висит табличка «Отель Колоннада». Через окно автобуса виден римско-католический костел Дня Вознесения Девы Марии.
Вид на спа-отель «Звезда». Чехословацкий фильм по мотивам рассказов Карла Чапика о сверхъестественных вещах. Премьера 1959 год. Новелла, в которой ревнивый муж нанимает детектива следить за его женой. Но этому же детективу платит и любовник жены. Эпизоды фильма сняты в Марианских лазнях. Všechno je v nejlepším pořádku, že ano? Tady máte a dneškem končíme. Byly tu prosím nějaké hotové výlohy, že ano? Maličko spakatel, v lázních to jinak nejde. Všechno jen v zájmu klienta. V pořádku. Není-liž pravda. Фонтан на площади Гёте и парадная лестница к отелю «Кавказ». Koukej, Jensen. Marná věc, je to machr, všechno uhodl. Totiž jen ten můj případ. Pojedu asi večerním vlakem. A co tak najednou? No, nerad bych nechával ženu tak dlouho samotnou. Máš pravdu, naše ženy to prostě bez nás nevydrží. Viď? Экранизация романа Достоевского «Игрок», 1972 год, Чехословакия, СССР. Сюжет разворачивается в курортном городке с вымышленным названием – Рулеттенбург, Марианские лазни. Здесь живет группа людей, безнадежно зависимых от азартных игр. Среди них и молодой русский Алексей Иванович. Фонтан и Кавказ. Только теперь его назвали «Отель Палас». Došla z Petrohradu nějaká zpráva? Vrátím se hned. Загадка для знатоков. Где это место? Правильный ответ – улица Масарикова. Магазина уже нет. Это ныне резиденция Колоннада. И далее резиденция Снежка. Tohle v Rusku není možné. Ale tady hraje ruletu hodně Rusů. Ovšem já si myslím, že to Rusové nedovedou. A já si myslím, že ruleta je přímo stvořena pro Rusy. Панорамное кафе отеля «Монти». Není možné. Ale tady hraje ruletu hodně Rusů. Promiňte, Antonido Vasiljevno, jsem překvapen. Co tě tak překvapilo? Sedla jsem a jela. A co naši jsou doma? Снова Кавказ и «Звезда». Новые лазни. Главный вход. Павильон Крестового источника. Кафе-терраса спа-отеля «Скальник». Совместное производство Чехословакия, ГДР. Фильм 1973 года. Выстрелы в Марианских лазнях. Историческая криминальная драма. Расследование преступления, которое произошло в 1933 году, вскоре после прихода Гитлера к власти, когда в Марианских лазнях был застрелен философ Теодор Лессинг. Эпизоды фильма сняты в Марианских лазнях. Загадка для уникальных знатоков. Где эта улица? Где этот дом? Правильный ответ. Улица Тшебицкого, 213/33. Вилла Эдельвейс. Тыльная часть дома, выходящая на лес. Гимназия и обходная академия. Русская улица. Дом 424/26. Православная церковь Святого Владимира. No, s tím si mě spletli. Půlín? Отель Фалькенштайнер. Půlín? Neznám. Вопрос знатокам. Откуда ведется стрельба? Правильный ответ. Башня отеля Рейтенбергер. Вход
вход в снесенный в 1977 году Тепельский дом, Крым, Югославская улица. Угол Русской улицы и улицы Младиевского. Резиденция «Парадайз», спа-отель «Олимпия». Русская улица 75/16, бывший отель «Булгария», и дом 74/14, хостел «Терезиан». Сериал. 30 случаев майора Земана. История 29. 1907. Мимикрия. Фильм по следам реальной трагедии. Угон самолета из Чехии в Германию с убийством пилота. Эпизоды фильма сняты в Марианских лазнях. Международный аэропорт Марианских лазней, Складже, закрыт в 1981 году. У пассажиров маршрута ОК-430 до Праги приготовиться к... Прилетели вовремя, я узнала, что билеты продают там, в Цедоке. Закажи их. Главный проспект, рядом с виллой Ницца. Чехословакия. Фильм «Охота на кошку», 1979 год. Главная героиня – невзрачная студентка, которая жаждет получить свой первый сексуальный опыт. Несмотря на то, что ею интересуются опытные мужчины, она еще не знает, как именно должен выглядеть ее избранник. Эпизоды фильма сняты в Марианских лазнях. Теннисные корты на Английской улице. Jestli pak víš, čeho jsi se napil? Doufám, že to není šaratice. To ne, to je náhodou pramen lásky. Myslím, že to na mě nějak začíná působit. Co, ta šaratice? Ten pramen lásky přece. Představ si, že se tady procházel Goethe s Ulrikou. Prosím tě, víš ty vůbec, že tohleto město bylo jedno z nejznámějších na světě? No, za to je úplná nádhera. Co bys nechtěl, jsme v rekonstrukci. Уникальные кадры обновления и реконструкции главной колоннады. Nebo Maharadžové. Жгучая тайна, 1988 год. Производство ФРГ Великобритания. В главных ролях Фей Данауэй и Клаус Мария Брандауэр. Экранизация новеллы «Жгучая тайна» Стефана Цвейга, которую он написал в 1911 году. Эпизоды фильма сняты в Марианских лазнях. Ich sag's deiner Mutter. Verschwind! Lassen Sie doch den Jungen. Bisschen freundlicher zu den Gästen. Doch den Jungen. Bisschen freundlicher zu den Gästen. Вместо уличных шахмат роскошная терраса с рестораном. There's a strange story about it. They say that the man spent 20 years... Смотровая башня Гамелика. There's a strange story about it. Tell you what we'll do. After we've been down to the sanatorium, why don't we go ice skating? Would you like that? Together? Just you and me. Ned, do you remember in Central Park when the lake... Галерея отеля Эспланада. Just you and me. Ned, do you... Ned, don't. But he can do it. Jump! Римские ванны в отеле «Новая лазня». Криминальный сериал «Криминальное приключение». Чехия, Германия. 4-я серия. Оттиск.
1989 год. История убийства банкира, который давал деньги в долг и был найден мертвым на поле для гольфа. Местный шериф выясняет, что он был отравлен натуральным ядом, который, видимо, был подмешан в переносную бутылку. Эпизоды фильма сняты в Марианских лазнях. Все эпизоды сняты в Королевском гольф-клубе Марианских лазней. Вени Види Вицель. Пришел, увидел, победил. 2009 год. Чешская романтическая комедия о гольфе с незатейливым сюжетом. Эпизоды фильма сняты в Марианских лазнях. Все последующие эпизоды сняты в Королевском гольф-клубе Марианских лазней. České republiky stává Jan Moudrý. Армия воров. 2021 год. Триллер. Германия, США. Производство Netflix. Скромный банковский служащий Себастьян ведет непопулярный видеоблог, в котором рассказывает об увлечении всей своей жизни – взломе сейфов. Разумеется, законопослушный парень никогда не применял свои навыки в криминальной деятельности. Но однажды на него выходит команда разыскиваемых Интерполом преступников и делает предложение, от которого невозможно отказаться. Эпизоды фильма сняты в Марианских лазнях. Лучший эпизод этого фильма, по моему мнению, дрифт золотистого БМВ по центру Марианских лазней. Разберу его подробно. Вопрос знатокам. Где были сняты фрагменты этого эпизода? Прошу, ваша машина. Бичивы? Без проблем. Покеда. Я вам рассказал об 11 фильмах. Еще 5 фильмов по разным причинам не вошли в мой обзор. До свидания, друзья. До новых встреч. Смотрите наш канал, ставьте лайки, ставьте дизлайки, подписывайтесь, ругайте, хвалите. Мы будем знать, что не зря делаем свою работу. Всего вам доброго.